Засушливые районы Австралии – настоящий рай для пресмыкающихся. Здесь обитает свыше 50 видов ящериц, среди которых есть настоящий гигант. Он без раздумий пожирает все, что движется, и бросает вызов самым опасным змеям. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – гигантский варан. Гигантские вараны или перенти начинают жизненный путь далеко не с внушительных размеров, и с самого появления на свет их ждут суровые испытания. Чтобы защитить потомство от многочисленных хищников, самки откладывают яйца в термитники, которые, помимо прочего, становятся превосходными инкубаторами. Но их стены настолько прочны, что малышам предстоит приложить максимум усилий, чтобы покинуть первое жилище. На этом трудности не заканчиваются, ведь с рождения эти пресмыкающиеся предоставлены только самим себе, и помощи ждать не от кого. При этом, по мере взросления, ящерам нужно не только охотиться, пожирая все на своем пути, но и спасаться от хищников, главными из которых являются себе подобные. Взрослые особи без особых сомнений готовы проглотить уступающих в размерах рептилий, ведь таким образом они не только утоляют голод, но и избавляются от будущих конкурентов на своих владениях. Даже при достижении 1,5-метрового размера, что является средним показателем, варан может попасть на стол к 2-метровому гиганту. В целом, вараны растут всю жизнь, но с возрастом прибавка в размерах становится все скромнее. И тем не менее, длина отдельных особей может достигать 2,5 метров, а масса переваливать за отметку в 20 килограмм. И с такими показателями у ящера просто нет естественных врагов. Находясь на вершине пищевой цепи, перенти не боится даже стаи динго, которые являются сильнейшими хищниками континента. Используя проверенные тактики и командную работу, эти псовые способны охотиться даже на кенгуру, но хладнокровное животное в качестве добычи их мало волнует. Хоть гигантские вараны и обладают медленным обменом веществ, они никогда не мелочатся при выборе добычи. Полагаясь на длинный раздвоенный язык, ящер получает всю необходимую информацию из воздуха. Неспешно патрулируя свои владения, он готов напасть на все, что движется, но по-настоящему желанной добычей являются змеи, и чем длиннее, тем лучше. Именно поэтому в рацион включена коричневая королевская змея, одна из крупнейших змей Австралии и по совместительству чемпион по поеданию себе подобных. Змея отлично знает, где может прятаться добыча, поэтому исследует каждое укромное место, и уйти от нее вряд ли получится, ведь атаки настолько быстры и стремительны, что жертва зачастую даже не успевает среагировать. А вот с трапезой можно не спешить, и начиная с головы, пожиратель змей методично заглатывает добычу. Вырастая до 3 метров, рептилия готова проглотить всех, кто меньше нее, а в дополнение к скверному нраву в ее арсенале действенный яд, который хоть и не самый токсичный, но, учитывая размеры змеи, не менее опасный. К ее сожалению, варана это мало волнует, и когда он голоден, остаться незамеченной вряд ли получится. Обнаружив свежий след, охотник начинает погоню. Не видя цель, варан не слишком торопится, отлично зная, что обоняние рано или поздно приведет его к искомому объекту. Чтобы избежать лишнего внимания, змеи находят спасение в самых укромных местах, но длинная шея порой помогает без особых усилий добраться до жертвы. Заглядывая в укрытие, варан хватает змею мощными челюстями, мелкие зубы на которых загнуты назад, что делает побег невозможным. Для усмирения рептилии в дело вновь впускается длинная мускулистая шея, резкие движения которой дезориентируют соперника, не давая шанса воспользоваться ядом. Финальным этапом становятся множественные укусы. Таким образом, хищник подбирается к голове, с которой и начинается трапеза, и ее итог – полное поглощение.
Если же вход в убежище оказался слишком узким, на помощь приходят гигантские когти, которые являются незаменимым инструментом при копании. Добраться до змеи в этом случае вопрос времени, а бонусом в такой ситуации может стать то, что находящаяся в укрытии рептилия не успела прогреться на солнце и находится в оцепенении, поэтому проблем с подобной добычей не возникает. Зачастую голодный варан не утруждает себя подготовкой к трапезе, поэтому жертва поглощается живьем. Конечно, в рацион Перенти входят не только пресмыкающиеся. Невзирая на внушительные размеры, гигантский варан имеет относительно стройное тело, что вместе с сильными ногами позволяет ему разгоняться до скорости свыше 30 км в час, и это открывает дополнительные возможности в охоте. Местным хищникам сложно не обращать внимания на кроликов, которые из-за своей численности в Австралии стали настоящей проблемой. Оценивая ситуацию, ящер может подолгу наблюдать за потенциальной добычей, но в решающий момент он готов сорваться с места. В итоге внезапность и стремительная атака зачастую приносят свои плоды. Гигантский варан не прочь перекусить и птицами, однако поймать их слишком сложно. Но посещая места массового скопления пернатых, можно часто найти что-нибудь съедобное. Кстати, Перенти – один из немногих варанов, в арсенале которых есть яд. Токсины охотника довольно слабые и не играют решающей роли, но нарушение свертываемости крови может помочь справиться с крупным животным, которому удалось сбежать. Особенно актуальным это может быть при схватке с кенгуру. Трудно поверить, что этих длинноногих созданий может догнать пресмыкающиеся. Однако фактор внезапности порой становится ключевым при нападении. Кроме того, больные или ослабленные животные также имеют все шансы стать жертвой крупной ящерицы, но в любом случае столь быстрая и сильная цель – довольно редкая добыча. Подвижное гибкое тело варана позволяет преодолевать многие естественные препятствия, что помогает разведывать даже труднодоступные места. А когти наделяют способностью взбираться на деревья, поэтому птичьи гнезда также включены в меню. Палящее солнце может стать губительным и для хладнокровных, поэтому в полдень ящер предпочитает прохлаждаться в тени, а с приближением вечера вновь отправляется на промысел. Варан может долгое время обходиться без воды, получая запасы жидкости из поедаемых жертв. Но в жару водопой помогает поддерживать себя в форме и позволяет немного охладиться. Солидные размеры, отточенные тактики охоты и отсутствие врагов позволили гигантскому варану прочно закрепиться в местной экосистеме, и на сегодняшний день его численности ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!